Итак, друзья, мы в Кабулете сейчас сделаем обзор цен на продукты питания в сетевых магазинах и на рынке. Вот, посмотрим, куда лучше вообще ходить, что предпочитают местные жители, что предпочитают туристы. Вот, а также покажу вам, что мне нравится в магазинах. Вот, жара, конечно, просто адская. Я представляю, какой сейчас спрос на холодные напитки и мороженое. Вот, итак, идем. Итак, мы сейчас идем в магазин Оринабиджи, который переводится как «два шага». Вот, а сейчас зайдем в один из любимых магазинов местных жителей и туристов. Сегодня в моем любимом магазине большая очередь. Вот, не знаю, с чем связано, может быть, с какими-то распродажами оливок. Вот, овощи здесь так себе. Вот, цены на них более-менее приемлемые. Вот, фрукты, в принципе, вообще все продукты, они аналогичны, как на базе. Вот, все в основном везется из Турции. Вот, своих продуктов не так уж и много. При входе в магазин можно увидеть сразу же такие вот столы, на которых товары выставлены по акции. Вот, видно по желтым табличкам. Вот, имейте в виду, что некоторые здесь также действуют скидки на товар, когда вы покупаете две единицы товара, а не одну. Ну вот, кстати, бутылка красного вина стоит 5,49. Вот, стоит также пользоваться их дисконтной картой накопительной, как-то карта лояльности. Вот, можно, в принципе, оформить ее виртуально. Вот, для этого скачивается приложение, регистрируется. Вот, регистрация проходит на грузинский номер телефона. Вот, приложение доступное, понятное, там есть русская версия. В магазине также большой ассортимент разной заморозки. Мы видим рыбу. Даже вот упаковано в Грузии, судя по шрифту. Хлеб тут всегда свежий. Мне очень нравится с отрубями. Особенно вот такой вот. Белый хлеб я не очень люблю. Вот есть также сухарики. Вот хлеб для сэндвичей. Вот, по колбасам, сосискам, обратите внимание, есть даже черкизово. Вот, местная колбаса отличается особым набором специй. Кому-то он нравится, кому-то нет. Но даже вот молочную докторскую там колбасу добавляют хорошие порции специй. То есть они все такие пряные получаются. Молочные продукты здесь тоже в хорошем ассортименте. Есть и сметана, и мацони, и молоко. Молоко по приемлемым ценам. Вот там желтый ценник есть 2,89. Это молоко на 3,5% жирности. Вот кому-то очень нравится айран. Вот, тоже очень рекомендую, полезно для кишечника. Вот, его в основном везут из Турции. Ну и мацони.
Бренд, кстати, похож на домик в деревне. Вот, зацените, господа. Что-то напоминает, правда? Вот, готовые полуфабрикаты, пельмешки, котлетки, хинкали. Вот хороший премиум в такой вот вакуумной упаковке. Творожки, йогурты. Это уже из Российской Федерации. Многие дети любят сладости. Сладости здесь тоже есть по скидочкам. Есть отдел посттоваров, всякие порошки, гели, шампуни, пакеты, мыло. Тут все, в принципе, есть. Вот моя любимая овсянка. Написано, что здесь гречка, рожь, пшеница, овес и ячмень. Но, по-моему, там только овсянка. Ну, вообще, да. А теперь, друзья, пойдем в другой магазин, который другие грузины, может быть, любят чуть поменьше, а может чуть побольше. Магазин называется Назилбе. Вот, и попробуем узнать, что это означает в переводе с грузинского на русский. Как вам кроссовочки Nike за 45 лари? Или New Balance? А? О, господа. Что-то интересное. Спасибо. Примите приглашение на конгресс. А что за конгресс? В Тбилиси? Да. Сейчас такой прикол был. Хочу вам показать цены на рынках и магазинах грузинских. Вот. А по дороге передо мной идет псина здоровая. И просто сыт на футболку, которая висит у продавцов вот на улице. И спокойно идет дальше. Никто ничего не замечает. Футболка с желтым пятном теперь. И будет вонять псиной. Зайдем на оптовую базу. Купим бананчиков. Бананы по 4 лари. Торты Дольче Вита Кабулети, пирожные, чай с погреба Кинзмараули. Не знаю, как вы, а я вот лично сладкое в такую жару есть вообще не могу. Как видно, маленьких тортиков здесь не особо-то и видно. Вот по ценам 75 лари. Такой вот красивый шоколадный торт, украшенный клубничкой. Кстати, когда мы в прошлый раз приезжали по командировке, мы попросили одного риэлтора найти нам жилье. И в первый же вечер, когда мы приехали, он пришел к нам в гости с классными пирожными, вот, оформленными очень
красиво в виде цветочков. И, скорее всего, это было сделано в такой вот кондитерской. Вот. В кондитерской можно вообще заказать там торты на заказ со свечками, с такой вот праздничной атрибутикой. Вот, даже вот делают фотопечать на торты. Да, а можно приоткрыть холодильник, чтобы было видно, а то запотевшее? Быстро. Вот такая вот красота, господа. Вот, я сначала подумал, что это сироп, а это алкогольные крепкие напитки, типа чаще коньяка. Вот. Все какие-то кондитерские штуки, типа тортов, пирожных, продаются в отдельных магазинчиках-бутиках. Вот. Но с наступлением темноты у меня просыпается дикий зверь, который способен поглотить любую сладость. Но, кстати, отмечу важный факт про сладости. Здесь очень также любят переслащенные продукты. Если взять там какие-нибудь обычные даже вафли, которые и так сладкие, вот, то поверьте, здесь можно также купить вафли, они будут еще слаще, чем в России или Беларуси. Вот. Здесь, кстати, популярны очень различные продукты фабрики Рошен. Что там на грузинском? Ну, сразу обращу внимание, что на кассах не так уж много народа. Хотя в самом магазине народ гуляет довольно-таки активно. Цены на мороженку, орешки, печеньки. Не, ну сюда можно прийти вообще комплексно за всеми продуктами. Хинкали по 0,31. Котлеты непонятно 9 и 10, видимо, за килограмм, а это поштучно. Вот. А варенички тоже по килограмм 9 и 10. Тефтельки, блинчики, непонятные какие-то бифштексы, еще блинчики и еще варенички. Но Грузия — это точно не про фисташки. Вот фисташки, скорее всего, с какой-нибудь Греции там. Важная покупка — это туалетная бумага. И ее я здесь что-то не вижу. Где ее люди берут, непонятно. Кажется, есть. Ну, спросите, для чего так много? А для того, чтобы в случае, если переели черешню, у вас всегда была запасная бумажка. В общем, господа, вот такие вот цены. В разных магазинах можно найти и дешевле, чем на рынке, и на рынке можно найти дешевле, чем в магазинах. Вот. Явно, что есть определенные серии товаров, которые прям в конкретном магазине выгоднее брать. Есть дни с скидками и акциями. Там орешки вчера стоили 2,50, сегодня ларь 60. То есть прям значительно одна пачка будет стоить практически в 2 раза дешевле. Вот. Так что на Зелби, рядом с центральной площадью, рынок
через перекресток и магазин Ори на Бирже, 2 шага. Вот. Все, что нужно, я вам показал. Делайте выводы сами.